Цель сеанса — восстановить здоровое кровоснабжение головного мозга, ясновидение и уверенность в себе. Хочу посмотреть причины нарушения кровоснабжения, зацепки и что с этим связано, решить, исправить. Потому что нужно понимать, что такое ясновидение, что такое телепатия, что такое визуализация. Телепатии научиться невозможно. Это природный дар. Его это характеристика древней души, которая пришла с этой миссией. Вот это данность. А визуализацию можно развить. Телепат, только телепат имеет право работать с другими людьми, потому что телепатия – это высшая степень духовности человека и высшая степень эмпатии. То есть он способен почувствовать боль, радость другого человека и считать весь спектр этих энергий. Визуализация дает колоссальный ресурс работы с собой, потому что с помощью визуализации человек выстраивает те события, которые он хочет, чтобы они происходили. Потому что сначала он их визуализирует, все, что мы увидели, оно отпечаток оставляет в нашей памяти, а память хранится в нашем теле. Виктория, ты в эфирном пространстве. Мгм. Что ты видишь? Ну, слышу это какое-то странное слово, дзен, и в секторе магии какой-то как прутик от этого дзен, какой-то дзен. В секторе магии такой колдун с черной шапочкой колдовской, Ам, что-то как будто бы связывает. Вот так вот. Угу. Хорошо, Виктория, разберемся. Отсоединяйся от этих ситуаций. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве мое эфирное тело. Евгений. 1, 2, 3. О, да, я тебя вижу. Ты такой большой. И вижу, что какая-то черная энергия, как будто бы э, вот так ползет, проползает, такая, как какой-то, как камбала. Угу. Вот так ползет, как бы на левую сторону. Вот, потом превращается, считывается как уж. Вот так через левую эту и прямо так чух, впивается в затылок. Ты отбиваешься от этого. Угу. И в секторе магии вот это какое-то слово дзен. Не знаю, что это такое пока. Угу. Хорошо, Виктория, считаем эфирное ДНК или это? Да, это ты. Спроси у меня разрешение потрудиться со мной для меня. Да, ты говоришь, что ты разрешаешь и показываешь руки. Вот так они сложены. И как будто бы веревка вот так завязана, и один конец оторван, а другой вот так тянется к этому какому-то дзен. Угу. Что это такое за дзен? Что это за энергия? Сейчас я потяну, посмотрю. Оно находится в секторе магии. Считывается пласт изумлений. В секторе магии находится такая как плоскость черная. Считывается пласт изумлений. И вижу, что это платформа захвата человеческих душ. И вижу, как этот портальчик, вот эта вот вся эта конструкция, да, это эти подключки, это порталы, через которые утекает энергия. И вижу, что там есть вот этот как переключатель и такой огромный шар твоей энергии, там твое лицо уходит вниз. А вместо этого вот это какая-то камбала, Угу. которая вот так вот ползает, знаешь, пытается вот так как бы закрыть сердечную чакру. Ну, сердце, скажем так. Угу. Так, что это за камбала? Что это за энергия? Приказывай этой энергии проявиться в соответствии с эфирным ДНК. Оно считывается как притчи. Притчи об Иисусе Христе. И сейчас я вижу, как от сектора магии, от сектора интерферентов ам, а, это этот объект привязан. От сектора интерферентов идет какая-то
как бы белопрозрачная подключка. Это эфирный пласт, голограмма. Я слышу голограмма предательства собственной души. При принятии назиданий. Вот. Надо посмотреть, кто в секторе магии, кто в секторе интерференты, кому это принадлежит. Так, хорошо. В секторе магии кто находится, приказываю проявить согласно физической ДНК. Вижу какого-то человека, считывается толстосум. У него правой ноги нет, как у пиратов, отрезана одна нога и деревянная такая штуковина, толстый человек. Приказываю ему отвечать, кто он такой. Он говорит, что он кардиолог. Мгм. Он считывает, говорит, что твой пульс вот так держит, как бы руку на пульсе. Так, я приказываю ему проявиться. О, колдун. Этот колдун. Мгм. Шапка Приказывает. проявилась. Это. Приказываю ему проявиться его истинным физическим ДНК на данный момент, кто он такой. Какие-то шизофренические энергии, как пират, перевязанный глаз, вот эта нога костяная. Приказываю ему убрать иллюзии, защиты на снятие магии колдовства и принять вид соответствия физического ДНК. Это приказ. Он психует и вот так кинул толстую книжку черную, как будто бы держал в руках, и так об стол ее кинул. И я его закрыла в такой кубик, Емкость. прозрачную емкость, да. А он что-то пальцем тыкает по этой книжке и говорит: ну ладно, ладно. Я приказываю ему отвечать, кто он такой, как мы его знаем. Приказываю отвечать. Так, сейчас я снимаю все запреты на считывание. Снимая запреты все, Я приказываем ему говорю, написать. Пусть напишет. ну, Его защиты у него там разные стоят. Я ему говорю, что по конам Вселенной он обязан назвать. Вижу так борода, глаза. Да, это Илья Мамаев. Проявляются эти чулки такие в полосочку. А что это за книга у него черная? Он говорит, что это профессиональный. Говорит, профессиональный. Приказываю ему отвечать, что. И вижу, как с этой книжки вырастают какие-то как будто бы здания. И такое здание. О, красная эта звезда выросла на одном из зданий. Говорит, коммунистическая идеология. Эгрегор коммунизма. Пафос коммунизма. Так, понятно. Говорит, прямо прозвучало, все технологии Кремля. Вот эта черная книга. Так, приказывает ему отвечать, как он связан с притчами о Иисусе Христа. Что это за камбала? Как он с ней связан? Он говорит, что он поддерживает идею, говорит, христианства, и говорит, христианского возмездия на души человеческие. Он говорит, что мне важно найти крючок и зацепку, которые сформированы благодаря
христианской идеологии. Мгм. Он говорит христианской мафии. Так, хорошо, приказываю Илье отвечать, что он делает в моем личном пространстве. Он вот так показывает и говорит, что он навязывает, говорит, навязываю свои стереотипы мышления. И показывает, как он вот это с этой книжки. Так, а что это за книжка черная? Он говорит, что он ее прятал и брызнул на меня такой черной энергией, но он же в этой стеклянной штуке стоит, Емкость. в емкости, и оно отбилось на него же, эта черная энергия. Он так смотрит на себя, а у него вот эта камбала на нем. Мгм. Да, я вижу, что это, ну, так называемая камбала, она сверху такая, вообще похожая, знаешь, на кого? На кого? М, А там живот такой есть. Она, когда отвалилась от тебя, то она так перевернулась, а я раз смотрю, а у нее такой живот и такие лапки. Это, я слышу, сформированная реальность, фокус внимания. Мгм. Так, я приказываю назваться, кто это. То есть это какая-то сущность, она как живая. Подожди, сейчас я выключу. О, Мгм. Она как живая и сразу переместилась в сектор интерферента. Сверху и появляется эта сущность. Вчера была в сеансе, позавчера. Это демиург. Внизу, как эта мокрица такая есть, эм, Мгм. животное, то ли жук, то ли что это такое, оно, там, где мокро, там такие лапки. Вот. Они иллюзии насылают, это все иллюзии. А когда я всматриваюсь, то вижу эту сущность, которая считывается как демиург. Мгм. Илья берет вот так рукой его и в эту книгу. Но в этой книге какой-то портал. И он говорит, что это его господин, этот демиург, что он служит ему, Илья служит ему. Мгм. И он говорит, что его миссия – это захоронение душ человеческих. Так, и вижу, Так, что под его книжкой вот такой там портал есть, и там вот этот шар огромный, где твоя энергия. И он говорит, что он собирал твою энергию для выполнения его темной миссии. м, Вот эта камбала так называемая, да, или это макрица, этот имплант. Ну, это не имплант, это, похоже, я тебе сейчас скажу, на чего. Сейчас я считаю, к чему оно относится, да, суть. Мгм. суть его. Я слышу, что это программа вдохновения. Ага. То есть восхищение, вдохновение, но он энергию твою, твоего вдохновения и восхищения как бы украл. Мгм. А вместо этого это его энергия, восхищение и одобрение зла. И вижу, какие-то с этого портала выходят, в этой книжке портал открыт, и выходят какие-то треугольники. Вот там как будто бы свечение такое пошло, и какой-то как пирамидка поднимается вверх. И я М, смотрю, в этой пирамидке такой глаз, считывается всевидящее око. Так, и м. подключка такая, как будто бы рассеянный такой, свет, в секторе интерферента. И оно говорит: "Что?" Так, что? Я Приказываю приказываю отвечать, что это ему такое? ответить. Что Да. это? Кто он такой? Что это такое? Оно находится в секторе интерферентов. Вижу, появляется какой-то длинный нос, как у Пиноккио. Мгм. Ам,
И это такая, как кукла. О, эту тоже точно, эту же самую куклу я видела у Наташи. Мы ее разобрали. На украинском канале можно посмотреть это видео. Угу. Гляну. Ну, оно еще не выложено, сегодня я его выложу вечером, завтра посмотришь. Угу. Вот. Это Пиноккио. Вот этот чулочки такие, вот полоска белая, полоска черная. И длинный нос. Вот. Длинный нос — это как символ лжи? Да, 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 да. И я вижу, как Илья берет этого Пиноккио, как будто бы за ноги, и вот так этим носом так тык, тык, тык в этот портал. Угу. Что обозначает этот Пиноккио? Какова его суть? Что это, сущность или эгрегор? Что это такое? Ну, смотри, как бы это тебе объяснить? Пространство наше все, оно живое. Когда человек, например, направляет потоки своей энергии, что-то подумал, оно так как вспышечка, пух, и исчезло. Но когда человек думает, постоянно думает о чем-то, а еще Угу. восхищается, а еще что-то на физике в этом направлении делает, то он создает мысленные образы. А так как пространство живое, и человек свое внимание то сюда направляет, а так как это ошибочное, то это, можно сказать, оно ложное. Ну, это ложная субстанция, оно считывается как субстанция. Угу. И оно, вот эти крокодилы, вот эти образы диких животных, это как раз мыслеформы людей, которые вот активничают в эзотерических, магических практиках. Угу. Они создают эти сущности астральные. И эти астральные сущности, они, так как каждый человек творец, то он нас создавал. То есть эти люди магические, с магическим мышлением ума, они создают этих монстров, потому что их собственная божественная энергия поддерживает жизнь этих монстров. То есть это монстры, которые можно разобрать на запчасти, когда человек проявляет волю и забирает, понимает, что он делает, и перестает это делать, тогда это перестает существовать. Но если человек, ну они же хотят жить, поэтому могут свою волю очень агрессивно проявлять. Да, если душу у них тратит этот творец. Да. Угу. Так, Они хорошо. вытягивают, буквально вот так вот вижу, как вытягивают эту энергию. Так, и я хочу посмотреть, каким образом, в какой момент Илья украл. Но когда я смотрю, этот, блин, Пиноккио и тоже так, шо? Или что? Ну, Угу. какой-то шизофреник точно. Так, Он ну у это него программа, по находится сути. уже, да, это программа, она так вот Мгм. отвечает. Так, хорошо. Так, вот этот шар, да, когда я потерял этот шар или где зацепка, Я когда я слышу согласился? изумление, вот так вот, Мгм. изумление. Так, я сейчас посмотрю, когда ты изумился, впервые потерял эту энергию. Вот, Мгм. появляется этот с костылем вампир. Почему-то считывается вампир с костылем. Ну правильно, это же этот. И он Щас. начинает топтать. Я его замораживаю. Мгм. Так. Так. И М. запрещаю мешать нашей расстановке, Работе. Мгм. нашей работе. Э, Так интересно, в эфирном пространстве все сразу происходит. Не успел подумать, все, он уже Мгм. стоит вот так вот, прикован. У него такой, как хвост длинный сзади. А, у этого Ильи. Он говорит, Мгм. что он тебя подцепил на религиозной почве. Говорит, что ты веришь или верил тогда, в тот момент, в чудеса. И снова показывается вот этот треугольник. Слышу геометрия. Он Мгм. вот так поднялся вверх и вот так
в пространстве как будто бы засиял, не сияет, а как блестит. И так вот поворачивается, а внутри такой глаз, считывается всевидящее око, и он вот так просто пух, пробил энергосферу в области, вот там, где печень. Я слышу родовое проклятие. То есть он прицепился на родовое проклятие, М, и, ну, давай все, я говорю как есть, можем не мгм, публиковать это видео, главное, чтобы все разобрать. И я вижу, я не знаю, что это такое, было ли это на самом деле, как будто бы, эм, малыша кто-то, ну, мальчика, да, юношу, мальчик такой, мгм, подросток, как будто бы в попу кто-то его тыкает, насилует как будто бы. мгм. Что это было, какая-то ситуация на физике в этот момент? Я слышу, что это. А у тебя не было такого То в этом есть воплощении? мальчик, ну, чтоб кто-то, такого не было. Я проверяю, Мгм. почему. Потому что, оно считывается вот так: навязанная идея. Ага. Ам, и оно, вот этот образ идет от, именно от Ильи. Сейчас я считываю. Я просто хочу проверить, знаешь. Да, правильно. Да. И оно выглядит как, черный такой поднос, круглый такой. И оно вот выходит, там это как картинка. Да, считывается как навязанная идея, поиск, сублимации. Ага. М, Теперь мне понятно, почему это, эти все, и Татьяна, и Надя, и Илья, вот это у них секта такая, сдвинутая. Они постоянно всем указывают, кто кем был в прошлой жизни, да, кто за что должен отвечать. мгм, Чисто демонический подход. В психологии это называется демоническая манипуляция. Вот. И я слышу виновен в педофилии и вижу какой-то Клементий, ам, сидит на престоле какой-то папа римский Клементий, и у него на руках маленький мальчик, попой к этому Клементию. И извиняюсь за подробности, этот Клементий свой палец тыкает ребенку в попочку, мальчику. мгм, Вот. И я вижу, что да, это педофилия, это эгрегор педофилии, который является как бы общей составляющей этого общего магического эгрегора, в котором работает Илья. Его этот эгрегор, так называемый, оно считывается как голограмма или матрица, или тьма, как он это называет. Эм, Голограмма Люцифера, голограмма Демиурга. И идет переброс кармы, то есть, не знаю, кто этот Клементий, мгм, но, вероятно, ну, невероятно, а точно считывается, что это попытка передать ну, как бы навязать тебе, ответственность за кармическую ответственность за христианские грехи, за это наваждение христианское. мгм, Вижу, как эта камбала у тебя вот здесь тает. Она такая стала сейчас уже прозрачная. И ты мгм, берешь вот так вот, смотришь, вырываешь эту подключку в шею сзади. мгм. И вот так смотришь, держишь в руке и смотришь морду лица, а это змея. Что? Я ее тоже замораживаю Хорошо, и, замораживаю. и, и, приказываю ей проявиться. И я вижу, что голова черная, а, вот она раздулась, и эта змея как-то так раздулась и стала такая, как шар такой, как водяной какой-то. Сейчас замораживаю тоже. Тебе Замораживаю. ты включил уже защиту. Вижу, как от тебя Мгм. такие лучи идут.
Сейчас я Так. посмотрю, что это. Оно такое белопрозрачное, какая-то штуковина с этой черной змеиной головой. Считывается эта голова как змей, удав, удав. Мгм. Вот этот уж. ам, Стародавний, как его называют. Люциферский, я слышу, укус. О, магия, пситехнология. То есть магия – это начало магии. Вот этот искушение этого так называемого змея, это и был описан в Библии, описан первый момент магического взаимодействия между человеком и духовными сущностями. Хорошо, сейчас я за это замораживаю. И он, когда я его считала, оно так интересно, когда только начинаешь смотреть на него, они все такие большие, такие страшные. Я начинаю смотреть, смотрю, и оно так и сдувается. Мгм. И так, оно сдулось, и это потекла вниз, эта штучка. А ты держишь и морду так эту змеиную туда. Сейчас я хочу посмотреть, спрашиваю тебя, видишь ли это ты, и где тот момент, когда ты, снова слышу, подключился к этому, на что привязался этот Илья с его пси-технологиями, я слышу геометрия. Снова эта пирамидка с глазом, я слышу демонический аспект. Как эта секта называлась, ты говоришь? Эдди? Универсальная энергия. Минг Данг как учитель. Но там до этого еще было изучение сакральной геометрии. Ну, Был вот это. Друнвала Мельхиседек. Ой-ой-ой, И просто а то было. тебя поносило. Да, каждая носила. Да, носила. Куда только не Так, носила. да, опыт зато большой теперь, да? Да. Мгм. Где этот Вот. момент на физике, когда я впервые с этой геометрией связался? Что я делал? Я вижу, что ты смотришь как будто бы в компьютер, а потом у тебя такое, это у меня такое часто бывает. Я как вдохновлюсь, так меня Мгм. все так подмывает, я спать не могу, я все. Ну, это Мгм. такое вот состояние у тебя, ты в таком восторге, в таком этом самом, смотришь на эту пирамидку. И я слышу: пирамида счастья, познания. Ну, главная, миссия, души – это достичь счастья, да, гармонии и Мгм. счастья, Да. да. Вот. И вот ты это, как будто бы эту замануху увидел. Я вижу, как, из этой пирамиды идет такое излучение, так пух, как лампочка включается и выключается. Вот такие сигналы идут. Это дзен, вот этот дзен, Мгм. вот этот дзен какой-то. Показывается голограмма такая, то есть они показывают голограмму, голографическое какое-то информационное поле, которое, я слышу так, обманывает. И вот этот нос Пиноккио этого. Мгм. Вот. И именно на это, в том моменте я вижу, как твоя энергия потекла туда, а вот эта пирамидка черная, она там блестела. Ты ее видел как блестящую, чистую такую, знаешь, Мгм. прозрачную. И она переходит и садится вот сюда, на правое плечо, такая черная пирамида. И вот это сразу, вот это дурновастое такое, что? Мгм. Так, хорошо. Кто самый главный хозяин этой пирамидки, этой лжи? Кто самый главный? Приказываю проявить согласно эфирной ДНК. Слышу какой-то дзен. Что за дзен? И вижу такая седая борода длинная. М. Так, кто это с седой бородой? Приказываем проявиться согласно эфирной ДНК.
Короче, какое-то черное существо прицепило вот эту бороду, а эта борода – это Мельхиседека, а Мельхиседек – это первосвященник из Библии, да? Мгм. Вот. И он вот так эту бороду прицепил, а, Мгм. и я слышу в этой бороде вот этого черного существа идет информация, что он кует счастье. Якобы. Ну да. Так, хорошо. Кто самый главный хозяин этого Мельхиседека, кто там на самом верху? Приказываю проявить согласно эфирным ДНК тоже его в емкость. Ну, у них самый верх – это самый низ, на Да, самом да. деле. Ну, Вот. кто? Проявляется вот это существо, что я говорила, вот это как живот такой, как у мокрицы с такими лапками. А он прикрывается этой мокрицей, а на самом деле это демиург. Мгм. Это духовная сущность. Эм, Кто он такой? Приказываю ему проявиться. И вдруг проявляются такие крылья, крылышки какие-то, как у мухи у какой-то. Меняет постоянно Мгм. форму. Считывается как служитель культа, дух-служитель культа, порабощения душ человеческих, культ. Так, это понятно, кто он, Мгм. приказываю ему отвечать. Приказываю ему отвечать истинно, кто он такой. Он что-то психует и говорит, что имя его Дзен. Так, приказываю ему отвечать истину. По законам первоисточника он обязан это сделать. Когда ты это сказал, то вот это он снял эту защиту, и там такая черная страшная морда так вызверилась на меня. А я ему как кулаком в морду ударила, и он там полетел вниз. Я ему Мгм. приказываю назваться, кто он такой, немедленно. Он говорит, что он кардинал Люцифера. Я приказываю ему отвечать, что это означает кардинал. Он говорит, что он папа римский, Так, что он Клементий. Я короче, ему приказываю назвать его истинное имя. Я говорю ему, что он лжец. воздаю ему карму за всю ложь. Приказываю отвечать истину, кто он есть на самом деле. Насчитывается, это и есть Люцифер. Мгм. Это демиург, владыка, говорит. Он говорит, что он владыка человечества. Я ему говорю, что он никакой не владыка, что он большая какашка, и пусть уходит прочь. Я его заталкиваю туда в портал, Мгм. Отправляем закрываю. его, закрываем. Он туда утягивается и тянет за собой вот этот сектор магии с этой книгой. Мгм. И орет. Вот это что-то Илья орет. Он орет, что я пришла преждевременно, что ему не дала исполнить его крутую миссию. Мгм. Не Я ему спрашивай говорю, моего. чтобы он замолк, потому что я знаю свой план, а его план меня не интересует. И пусть он убирается прочь, а ты Мгм. отменяй этот контракт, восхищаться этой. Так, обличаю эти все Смотри, системы, эти смотри, эгрегоры. вот что М, нужно, смотри. Да. Вот смотри туда, где голограмма, где голографическое изображение истины и познания, и счастья.
Что ты там видишь? А ты мне показываешь, что ты видишь этот черный кружок внутри. Это магия, черномагическая, я слышу, секта. Так, обличаю всю эту секту, отказываюсь принимать это в мое пространство. О. И вижу, как сходит эта пирамидка из правого плеча. Выталкивай. Приказываю магам, этим всем интерференциям, собирать их воздействие, ихними руками все их энергии, выталкивая все Я вижу, что чужеродное. такие черные руки, вот эти черномагические, как будто бы голову твою повернули налево. То есть психосоматически это означает свернуть влево. Мгм. И сейчас эти руки уходят, ну это тогда было, не Да. сейчас, а тогда. И они так голову твою как будто бы повернули вот так налево и зафиксировали. И там буквально как будто установили какой-то, как заглушка, или там как будто бы труба такая идет. Мгм. Я слышу кровоснабжение. И они там как будто бы такая затычка какая-то, или что это такое? Какой-то, это как сантехники работают, что-то вот так. Ну, заглушка, да, или Ну, перекрыли, как заглушка какая-то, да. Что-то оно там, они вторглись в твое пространство, Мгм. приказывая пусть. Приказываю им забирать все ихние заглушки, и пусть применяет на них же. Карму отдаю за всю карму отдаю переброшенную, отдаю им, и карму за переброс отдаю им. Да, и выполняй, то есть восполняй свои собственные Восполняю мою силы, энергию, забирай. все то, что принадлежит, все мои энергии, частички души через фильтр забираю, восстанавливаюсь. Запрещай Сейчас считывать твое эфирное ощущаю. ДНК, все эти чипы, импланты и последствия. И я вижу, как уходят из ушей, как будто бы такие черные, как фонендоскоп, чтобы Мгм. не слышать какую-то информацию. Убирай и пусть Убираю, убирает. пусть забирает, приказываем им забрать вместе с кармой, возвращая на место всю гармонию, которую дал мне И первоисточник. да, и сейчас выходит вот этот, это выглядит, ну, это удар был, как в эту печень. И Мгм. сейчас с печени это вот выходит. Это как хвост Выталкиваю. такой, как у дракона такого, с таким, как Мгм. это, Треугольником, с как их треугольником, да. рисуют. Мгм. Мгм. Забирай. И я вижу, как этот треугольник как бы заткнул эту дыру в книге у Ильи Мамаева. Ага. Портал этот. Этот Мгм. портал закрылся. Вот как бы эта пирамидка вот ногами, ну, острием вниз ушла, а твоя энергия возвращается. Я передаю тебе, и ты очищаешься вот так, снимаешь себя вот так. Я тебе передаю, чтобы ты очищал все твое пространство от чужеродных энергий и возвращал себе истинную чистоту, гармонию, процветание, а карму за навязанную эту идеологию христианскую отдавай этому Илье и его этим попечителям. Я вижу, как ты поднимаешься вверх, и в секторе Первотворца, там, где, ну, ментально это находится как будущее, вход в будущее. Я вижу там такой, как витрина такая, но витраж с таким большим крестом. И ты берешь это окно закрытое, снимаешь этот витраж и отдаешь Илье. И получается, когда ты это отдаешь вверх ногами, эту картинку, или что это Мгм. такое, то оно Фреска. получается вот этот крест, ты Мгм. его отдаешь, и он получается перекладиной вниз. Ну, как демонический символ, Мгм. ну, антихрист, да? Да, Ам, Потому что сатанинский. Христос,
Мессия, миссия – это вот, ну, так перевели. На самом деле миссия нашего пространства – это счастье, процветание, очищение. Миссия нашей души – процветание, счастье, очищение. Вот. И возвращение к источнику, к чистому божественному источнику. А антимиссия или антихрист, почему-то люди думают, что антихрист – это тот, который противостоит Иисусу Христу. Антихрист – это и есть Иисус Христос, этот образ придуманный, да, который залавливает души, который, эта идеология как бы готовит быть жертвой. А антихрист истинный – это тот, который предотвращает очищение душ, потому что он захватывает неравнодушные души. Равнодушные души, они себе своими делами земными занимаются, а именно те души, которые чувствуют духовную потребность, они ищут, поэтому они ошибаются. Вот. И он захватывает эти души, самые продвинутые, так сказать, Мгм. которые выходят на поверхность, которые выходят из этой матрицы, а он является таким пастухом. Приказывает Демиургу, Люциферу, забирать все его воздействия, его эти эгрегоры, ложь, обман, эти всех сущностей, порожденные им, извращения, пусть забирает, принимает к нему же. Этот демиург напал на Илью и бьет его, и говорит: я говорил тебе, что она нас сдаст всех. А он оправдывается, что он сделал, типа мне что-то сделал. И показывает такую штучку какую-то, как будто бы в пространстве какой-то вытянутая такая, как этот американский футбол, и такой мячик там, да? Регби этот, ну да. Скотч, Мгм. да. Так, Какой-то, как медузка, такой типа глазик, типа что-то такое. так, приказываем отвечать, что это он сделал. И я вижу, что это у него как бы в руках находится, а подключка где-то у тебя вот так как бы в живот идет. Мгм. Так, когда эта подключка образовалась, что это была за ситуация? Так, сейчас я посмотрю. Сейчас, одну секундочку, я Ну, посмотрю, да, куда идет подключка и что там. И посмотри, вижу, Виктория. что в Да-да. твоем внутреннем пространстве тоже есть. Оно вот так как бы внизу живота, ну, скажем так, где мочевой пузырь. Вот Мгм. какая-то такая штуковина, вот так, как мячик такой прозрачный. Так, и идет информация, что кто-то кому-то что-то передал. Он говорит, что он передал тебе. Да, он говорит ему. Мгм. Что он передал? Приказываем отвечать, Сейчас. как покажешь. Это ж не твое, давай вытаскивай из себя. И Вытаскивает то, что он мне передал. за стеклом давай я своей Мгм. стороны Да. стекло, ты своей. И сейчас рассмотрим, что это такое. Так, вытаскивай Ага, то, что он мне передал, вижу. да, в емкость. Мгм. Да, я вижу, что это такое. Когда мы вот это чух, вот так поставили между стекол, ну, как анализы делать, Да. знаешь, Мгм. Что это? то с этой стороны это вот эта мокрица, живот, вот эти лапки. С этой стороны, да, это энергия демиурга. И Илья говорит, что он передал тебе, говорит по материнской линии. Хм. Каким это образом произошло? Сейчас я посмотрю. Мгм. Когда впервые это я вижу, что это в тебе есть вот эта программа предательства. Я вижу, как этого человека, которого распинают, кто-то держит гвоздь, а потом забивает в руку. Мгм. А рядом, как будто бы возле ног, женщина, которая падает в обморок. А это мать.
Мгм. Жуткий, жуткий такой, знаешь, как бы она просто не выносит этого. Мгм. Моральный удар. Да, она смотрит на смерть сына, и для нее это страшный. Ой, там Мука. такие страшные. Ну, это кошмар один. Так, Ой-ой-ой. отсоединяйся, Виктория, от этих переживаний. Да. Давай рассмотрим, вот это И что за давай в этот передача момент была. не-не-не, стоп, не спеши. Там же ж Мгм, да, пошло, информация пошла, предательство. То есть я хочу да, посмотреть, каким разберемся. образом, вот, Мгм, где это предательство. Я вижу, что привязка этого предательства в раннем детстве. Вижу маленький мальчик, которого я ставлю как бы одела как в царскую одежду, в длинную такую какую-то плащ сверху, ну такой расшитый весь, и называю тебя царенок. мгм. Это Ирен и Андроник? Да, это Ирина и Андроник. Я вижу, как я тебя поставила и любуюсь тобой, то есть восхищаюсь. И ты восхищаешься и смотришь, где пола этого, вот это, ну, Плаща? этого плаща, ну, это такой, как какая-то накидка красивая, вся расшита с камнями. И ты смотришь, и там что-то я вижу. И я вижу, что я слышу морда Демиурга. Вот я ее вижу. Прямо там как Мгм. будто бы вышито вшито в это. Сейчас я посмотрю, что это. Это вот эта голограмма, это программа убийства, потому что они считывают как бы всю информацию, они же из духовной сферы, поэтому каждый человек для них когда человек впутывается в их систему, то он становится считываемым для них. И вот это снова появилась эта пирамидка, и вот так, блин, Мгм. то есть раскусили. Так, я вижу, как я беру, просто как будто бы я в замке в таком, беру эту штуку и начинаю вглядываться, начинаю ее смотреть. И я рассматриваю, и вдруг вижу какая-то там в секторе магии появляется как будто какая-то женщина, которая расшивает это золотом и этими камнями этот костюм. И какая-то черная игла. Так, кто это все, кто магии этой женщине, приказывая отвечать, кто она такая, пусть назовется. Какая-то мамка. Что это за мамка, пусть назовет имя, кто она такая. Какая-то женщина такая толстая. И у нее такой завязан на голове такой платок. Я его уже видела. Мгм. Это Лидия. Я ее видела в таком национальный украинский такой жупан называется, расшитый. Я ее видела, и когда я ее увидела в этом жупане и в этом платке с этими рожками Мгм. ведьмовскими, знаешь, это так изображают этих ведьм, да, то она сразу же включила, это же она точно так же повела себя, как и Елена, когда я увидела, что она в прошлом воплощении приносила в жертву младенцев. Так она сразу заорала, заверещала и прекратила общаться с этой женщиной, ну, на сеансе, у которой это совершилось, и отдала ей деньги. Главное, чтобы не работать с ней. Потом мы с ней работали уже с Тарасом, и она расторгла свой контракт. И Мгм. вот точно так же и Тарас, когда надо было расторгать его главный контракт, когда уже подплыло, что он был этим исказителем истории, как его?
Шлёцер. Шлёцером, когда подплыло, что он предал свою эту любовь кшесинскую, он смылся, то есть слился, как унитаз. Мгм. И вижу, что с этой точно так же произошло. Вот это она, Лидия, вот и вижу ее лицо. Она в том воплощении, я вижу у нее такие, как горгона, да, ведьма, но считывается ведьма. И она берет эту одну змею из головы, как будто Мгм. бы половина змеи, только с головой, которая половина, а почему-то другой половины нету. И она берет и как будто бы вшивает в эту, в этот костюм В и в одеяние. это Мгм. зеркало, да, да. Так, приказываю этой Лидии отвечать, что она делает в секторе магии по отношению к нашему семейству. Она говорит, что она двоюродная тетка и что ей нужно забрать престол. Она говорит, что ей нужно отдать престол сатане. Хм. Так, приказываю ей отвечать, зачем лично ей это нужно. Она показывает, говорит, мой сын подрастает. И возле нее появляется такой мальчик. Так, кто это мальчик? Как его имя? Слышу такой, он появляется как бы в шарике, тоже смазывает информация, то есть запутанная информация в таком шарике, то есть информация закрытая, считывается как ангел, и у него появляется такой длинный черный нос, а нос – это лимбическая система, это связь с внешним миром. Мгм. Через лимбическую систему мы считываем через запахи, мы эти электромагнитные волны, ДНК энергии считываем. Вот именно здесь. И у него этот нос прямо в сектор интерферента. И я вижу, что у этого мальчика такие на ногах, как накладки, как копыта черные. Мгм. И считывается как демиург. Возможно, это Виктория Исаак, этот второй ангел. Имя мне не Ещё идет. не идет. Оно находится в защитной такой сфере. Но оно придет, но чуть-чуть попозже. Когда придет, тогда придет. Пока нет. Пока я не слышу ничего. По Википедии у него мать Ефросия Костоманицкая. Возможно, это Лидия. Ефросинья. Но не идет, не Имени идет. тоже не Не идет. Я надо. просто вижу, Хорошо. пока это, как бы говорится, это так есть, но это не точно. Почему? Потому что это может быть человек, который проявляет тот же самый дух. Да? То Мгм. есть работает, вот как Лидия сейчас работает на Люцифера и представляет из себя большую там, а, я не знаю, умницу какую-то. Смешно это ее послушать, это ее сумасшествие. Ну, точно так же, как и Цельнозор. То есть они же все к одному, с одного корыта там магического едят. Это Вот. противостояние. Ну, Ну, понятно. смотри, пока оно вот так. Вижу Мгм. ее лицо. Может такое быть, потому что внутри матрицы они друг на друга тоже перебрасывают карму. Почему людей кроет медным тазом после посещения этих всех эзотерических сект? Да потому что там у них энергии смешаны, и начинаются, там же программа жертвы, это главный у них этот самый, то есть открытые границы. Они открыли границы, и каждый потом, кто во что гораст, перебрасывает друг на друга карму и навешивает друг на друга ярлыки.
И там же полная уже там ни о какой защите не может быть и речь. Там просто они дерутся за свое существование друг с другом. Мгм. Так, хорошо. Вот это Лидия. Так. Мы видим, что она делает, обличаем ее и приказывая ей убрать все ее воздействия с нашей семьи, с нашего рода. О, я вижу, как я снимаю этот, как пиджачок, ну, такой костюмчик Мгм. такой, и отдаю ее сыну. То есть карму, как говорится, никто не отменял. А ты такой мальчик, ну, лет 3 тебе было, наверное, да. Мгм. Вот. Такой, как рубашка такая какая-то длинная, побежал счастливый. Вот, побежал, прибежал. По отношению к тебе это находится сектор принятия решений. Встал и так М. весело, и так шу-шу-шу, от тебя в руках, держишь в руках, и идет такая волна в сектор магии. И я сейчас посмотрю, что это ты там держишь. Мгм. Я тебе передаю, чтобы ты восстановил коны своей божественной души и исполнил свою миссию во всех воплощениях. И отдавай карму, и вижу, Отдаю как карму. от тебя вот эта волна, то есть ты ее взял, то Мгм. волна шла к тебе, а теперь ты взял контроль, и она уже, то есть от тебя уже шла. И ты ее отпускаешь, и твоя энергосфера вот так просто моментально увеличивается. Эта ситуация вся с этой Лидией уходит. Я вижу, как этот крест, ты, вот это, Ирина, я встаю и беру этот крест, и вот этим крестом вот так кого-то бью по черепу, как кости ломаются в секторе интерферента. Мгм. Кто это? Кому это ты Да, там кому-то вломила? Кто это там такой приказывает проявиться? я Я. вижу, кто. Там вот эта программа, навязанные вот эти притчи про Иисуса, это все М. ерунда всякая, да. Этот люциферианский догмат, я слышу. И оно все уходит, и окончательно вот это окно, типа окно, но на самом деле это не окно. Это знаешь, как, Мгм. ну, оно идет затычка, да? Как будто Ага. бы там окно в секторе будущего, но на самом деле это такая вот эзотерическая, такое пространство все, ну, как пробка, скажем так, непроходимость такая, да? И оно все уходит, и я вижу, как свет разливается, и ты вот, крылья появляются, и убирай эту всю шлем какой-то из головы, это все. Отказывайся принимать эти. Опять появился Клементий с этим ребеночком. И я вижу, как этот черный палец этого Клементия просто снова тоже Илье в эту книгу, и эта книга как будто бы взяла и сожрала Илью. Напала М. на него, как, знаешь, Карма. как этим, как пастью. Вот. То есть его же миссия черная, его же и сожрала. Вот карму никто не отменял. Отказывайся принимать чужую карму. Клементию тоже приказываю забирать все воздействия с нашего рода, с меня лично, отдаю ему карму, все чужеродное выталкиваю из моего пространства, пусть получает по заслугам. А они ругаются между собой. Каким образом я пришла, что они все сделали для того, чтобы запутать мои следы. А моя мама интуитивно, что она сделала? Она запутала им следы, потому что она сменила дату моего рождения и там все Мгм. такое. Понятно. Вот. Да. И я отдаю карму, и вот это навязанное предательство. Я вижу, как мы с тобой вот так взрослые обнимаемся, ну, как мать с взрослым сыном. И сейчас мы как будто бы вот так вместе стоим вот там, где сектор будущего. Почему мы Ура. там вместе стоим?
Ну, почему? Да, я слышу, примирение. То есть между нами как бы был этот камень преткновения, вот это как бы материнское предательство. Вот, и именно на этот блок были натянуты все эти магические действия, и этот Илья держался, он очень подлую миссию выполняет и очень аморальную, потому что на самом деле его магия черная притягивается на детские травмы. Это можно представить, что где-то в каких-то коробочках в нашей памяти застрял этот обиженный ребеночек, да, даже с прошлых воплощений, даже в этом воплощении, да, и они Мгм. апеллируют именно к этим детским слезам, вместо того, чтобы поднять этого ребенка, чтобы помочь ему вырасти здоровым, то они его добивают. Вот так, как этот появился, этот Клементий, да, то есть это магия, черная магия, которая занимается вот эти эзотерики, Илья, это самое аморальное, что только может быть, потому что он привязывается именно на уязвимости, отдавая ему карму, и я отдаю карму всем магам, Отдаем колдунам. карму, передаем всем пострадавшим информацию о его действиях, а также алгоритм освобождения. Призываем отдавать ему карму и отказываться от коллаборации со злом. Восстанавливай все твои энергетические центры и физическое твое тело, и потоки энергии, и восстанавливай потоки кровеносной системы, все восстанавливай, Все приводь системы в порядок. восстанавливаем, И давай зайдем в тот совершенство. момент, да, когда ты уже будешь совершенный. На счет 3 мы зайдем в тот момент, когда это все произойдет. 1, 2, 3. Да, ты сказал на меня мама, и я хочу передать еще информацию всем моим сыновьям и всем моим детям, и особенно Сереже, Лидии мужу, потому что он мой сын из какого-то очень древнего воплощения, и меня очень беспокоит, что его Лидия так утащила в эту магию. Мгм. Я ему передаю именно когда он был Персей. Вот именно тогда. А, это он убил Гаргону. Про мифы. Да. Ну, Мгм. короче, я всем во всех воплощениях и во всех временах передаем информацию об освобождении и о том, что каждая божественная душа, каждый человек– это божественная душа. И пусть каждый человек отказывается от плутовства магии и выбирает чистоту, гармонию, счастье, истинное счастье, себя истинного, и настраивает отношения своим внутренним истинным «я» и отказывается от этой матричной системы. Мгм. Что там он говорит? Никто тебя не слушает. Мгм. О, этот Люцифер начал. Я Люцифер. Да-да-да. Я говорю, что мы не общаемся с ним. Мы с демонами не общаемся. Закрываю портал, Да, все все эти закрывается, всё. замороженные, Виктория, замороженные, Да, что-то все там очищаю, все заморожено, на полную размораживаем и отправляем аннигиляцию, на все эти. аннигиляцию. Да. Мгм. Восстанавливай целостность твоей Мгм. энергосистемы всей. Восстанавливаем. Восстанавливай свою истинную чистоту, гармонию и целостность. Возвращай все твои энергии со всех мест. Возвращаясь со всех мест, где я потерял, через фильтр, Мгм. очищая генетическую память от всех этих зацепок в эфирном пространстве, очищая, убирая все эти зацепки, информацию о них из любого пространства. Я Да. уверен. Мгм. Хорошо. Мгм. Посмотри, Виктория, как я сейчас выгляжу. Очень хорошие энергии, и я чувствую такое тепло, Мгм. как ангел, сияющий, огромный. И, как всегда, люди после освобождения вот так перемещаются в сектор будущего, то есть они уже не передо мной вот так
на моей ментальной карте, а находится вот так высоко, там, где сектор Первотворца. Здорово. Хорошо, Да, Виктория спросила меня, все ли мы сделали для меня на этом сеансе. да. Хорошо, прощаемся с моим эфирным телом. Мгм. Э, Отсоединяйся от всех и всего. Да, Проверяй твое личное пространство. да, все чисто. Хорошо, наполняемся энергией любви, жизни, гармонии. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно.